Всем привет! Сегодня снимаем новое видео. Но пару слов о типичных заблуждениях. Люди считают, те же подписчики пишут, что у молодых и красивых ничего не болит. Это великое заблуждение, так как даже дети также болеют и также болеют во всех возрастах, и хронические заболевания есть. Сегодня мы рассмотрим еще один случай, и я вас сейчас познакомлю с пациенткой и моделью. Сегодня ко мне обратилась пациентка, Ксения ее зовут, с хроническими головными болями и с невралгией. Она сейчас вам расскажет, с какими проблемами она пришла, что ее беспокоило. Пожалуйста. Боли у меня были с 7-летнего возраста, начиная головные, потом к ним добавились межреберные боли. Голова болит каждый день? Да, каждый день. То меньше, то больше, да? Да, часто, ночью просыпаюсь из-за них. Угу. И иногда между ребрами покалывание или отдает в грудь, да? Не в грудь, а в руку. В руку. Угу. Плечо и рука. Угу. Все, понял. Сейчас мы посмотрим позвоночник у Ксении и диагностику проведем. Будем проводить массаж и потом мануальную терапию. Смотрим позвоночник. Зажат несколько верхний грудной отдел. Это плечо правое несколько выше и поджато выше. И в целом грудной отдел имеет гиперкифоз. Здесь с мышцами надо работать, расслаблять, потом отправлять позвоночник. Можно сказать еще по правой стороне гипертонус, из-за этого и поджато больше правое плечо. Ты работаешь больше правой рукой, Ксения? Угу. Так. По тазу все неплохо. Достаточно все ровненько. Единственное, ноги плоскостопие небольшое, чуть завалено. Это уже будем смотреть с ногами еще. Поработаем с голеностопом. И сейчас шею еще. Наклонить еще. Вылазят два позвонка, 7-й шейный, 1-й грудной. В принципе, ты голову наклоняешь при работе, да? Соответственно, когда наклоняют голову люди, выдавливает физиологически 7-й шейный, 1-й грудной, он выпирать начинает. Из-за этого здесь, собственно говоря, плечевой пояс и зажат. Все, сейчас начинаем массаж и потом мануальную терапию. Сейчас будем начинать с поясницы правления. И часто спрашивают, зачем нужна мануальная терапия, что она делает полезного. В принципе, помимо того, что исправляет перекосы и прочие, как говорится, спазмы убирает, вытягивает позвоночник в анатомически правильное положение, позвонки ставит. Но от чего возникает болевой симптом? Это зажимает нерв и, соответственно, как межреберная невралгия. Это корешковый синдром. То есть позвонки, когда они на месте стоят, сочленение ребер и позвонков, зажим получается, и в определенном положении этот нерв зажимает и дается сигнал боли. Сейчас мы будем вправлять поясничный отдел. И дальше пойдем наверх грудной. Ручки вдоль тела положите, Ксения. Сейчас немножко поясницы вытягиваем. Зачем это все делается? Опять-таки, поясничный отдел, он имеет естественный анатомический прогиб. И зачастую позвонки больше западают вовнутрь. И их приходится немножко вытягивать таким образом.
За кожу сложно браться, но можно. Так, дальше продолжаем. Пояснично-грудной переход. Здесь нижние ребра фиксируются. Здесь подвздошная кость. И тянем. Хорошо. Как раз вот сочленение нижних ребер с позвонками сейчас вправилось. И немножко мышца уже, тонус приходит в норму. Аналогично делаем и с другой стороны. Расслабились, покачали. Также здесь в нижнем грудном. Грудной отдел можно вправлять разными способами. Главное это делать на расслабленном состоянии, чтобы человек выдыхал. Но вы можете самостоятельно ловить выдохи. Можете. Сейчас чуть-чуть. Выдох, расслабились. Хорошо. Давай. Хорошо. Хорошо. Так, этот еще верхний грудной мы сейчас вместе с плечом потянем. Чуть-чуть полотенчик понадобится нам тут, потому что после масла, после массажа скользко. Плечо берем рукой сюда. Расслабь. Как раз здесь первый позвонок грудной вправился. Сочленение с ребром. Так. И другое плечо мне удобнее вправлять с участием локтевого сустава своего. Расслабляем. Отлично. Хорошо. Продолжаем вправлять положение лежа на животе, чтобы пациента лишний раз не беспокоить. Так, голову. Плечик расслабь, не держись. Да, хорошо. Прекрасно. И на ту сторону. Укладываем под 45 градусов. Плечо оттягиваем. Прекрасно. Как себя чувствуешь, Ксюш? Хорошо. Так, чтобы мягче было. Нижняя нога. Так ровненько. Все. Все. Расслабься. Прекрасно. Сейчас и плечо пошло, и L5S1. Расслабь. Хорошо. Сейчас ручки за голову, замочек. Угу. Расслабься. Сейчас верхний грудной вправляем. Все хорошо. Так, не болезненно? Ручки за голову, замочек. Локти вместе. Так. Вот так. Группируешься. Чуть повыше. Ручки чуть повыше. Вот туда. Группируешься. Группируешься вот так. Все хорошо. Это нижний грудной был отдел. Так, вот здесь плечики. Вот здесь сухожилия как раз идут. Мышца большеберцовая отвечает за плоскостопие, то есть ее тонус отвечает за плоскостопие. Сюда покажи, пожалуйста. Вот эти вот точечки, переход мышцы в сухожилие, необходимо работать с этим, чтобы с плоскостопием было получше. Ну, во взрослом возрасте это чисто профилактически делается, а в детском
Это массаж стопы делается, голеностопного сустава. Вот здесь все точечки с голеностопом прорабатываются. Болезненно, да? Вот эти вот точечки, да, они предоставляют очень эмоции такие сильные. Дальше. Вот это голеностоп. Здесь сухожилия. Опять-таки вот точки, с которыми работать перед непосредственным вправлением голеностопа. Ну и сам голеностоп вправляется таким образом. Расслаблен. Угу. Ну, вот левая нога менее зажата. Вот, можно здесь чувствуешь подвижность более легкая, да, такая свободная. Здесь более спокойно все. И тоже с точками, наверное, будет та же ситуация. Вот точечки. Вот здесь на пятке точки очень важно их прорабатывать, все присоединяется. Мышцы сухожилия, голеностоп. Особенно девушки на каблуках ходят, и голеностопы страдают, как и сами девушки впоследствии. Так, сейчас вправляем второй голеностоп. Расслабили, взяли и чуть-чуть с разворотом вправились. Все. Good. С голеностопом еще вот так можно поработать. Вправо, вовнутрь и наружу. Хорошо. Тихо-тихо. Хорошо. И вот эту ножку. Здесь ограничений нету. Расслабь. Еще. Вот, чуть-чуть было на правой ноге. Хорошо. Здесь подвижность, все в порядке. Сейчас укладываем ноги под вправление тазобедренного сустава. Расслабляем. Ну, еще расслабляем. Так, другую ножку. Коленный сустав в стопах. Еще надо тянуть упражнениями тазобедренными. Может, здесь растяжечки не хватает, и надо будет порастягивать именно тазобедренный суставчик. Не сопротивляйся, болтается. Голова, шея расслаблена. Еще. Угу. Хорошо. Все получилось. Ксения, поздравляю. Следующий. Я вывожу шею, ищу угол, как вывести шею, чтобы где бы ограничения поймать, и потом вправляю. Еще раз. Так вот. Все хорошо? Да. Не больно? Прекрасно. Страшно. Страшно. Всем страшно. Сейчас делаем декомпрессию под череп, пальцы, и вытягиваем подбородок, фиксируем, челюсть закрыта, Ксения расслаблена полностью. Еще, да. Весь позвоночник, протяжечка такая происходит. Как ощущение? Нормально. Потянулась, я слышал, шея, грудной поясница потянулся. Нет, шея больше. Шея больше. Может быть, еще грудная. Да, чуть грудной. Сейчас после декомпрессии за голову, то, что у нас была вытяжка за голову, нужно делать такую протяжечку. Расслабилась. Раз. Ой, расслабься, выдох. Хорошо. До нижнего, до поясничного отдела
максимум нижний грудной, 10-11 заканчивается. Хорошо. Больно. Больно? Ага. Так. А так не больно? Хорошо. Сейчас не болит? Нет. Закрываешь челюсть, прижата. Вдох делаешь глубокий и задерживаешь дыхание. Задерживаешь. Вдох глубокий. Так, мурашки пошли. Как ощущение? Голову дало такое, как легкое головокружение? Нет, нормально. Нормально. Все, закончили с Ксенией сегодня работать. Как ощущение, как состояние? Расскажи. Картинка мира поярче стала. Поярче стало? Да. Вот, было не больно, больше страшно. Угу. Но легкость какая-то после процедуры появляется? Да, да. Хорошо, больше подвижности и легкости. Вот, в принципе, легкость и увеличение подвижности – это самый главный критерий после процедуры. Всем приятных просмотров, до свидания, до новых встреч.